Привет, друзья! Я Герман Авербух, и вы на канале «Готовим с любовью». В моих прошлых роликах вы часто задавали вопрос, какая разница между скороваркой и афганским казаном. Итак, сегодня мы поедем в лес и покажем вам, что такое афганский казан в лесу, как можно приготовить плов в лесу на огне. Ой, поехали, будет вкусно! Еще до выхода из дома почистим и нарежем лук перышками, а также почистим и нарежем соломкой морковь, чтобы не возиться этим в лесу. Итак, для плова сегодня нам понадобится. Я буду использовать готовую приправу: лук, чеснок, морковь, круглый рис, мясо и еще пару сюрпризов, о которых поговорим позже. В лесу было настолько жарко и сухо, что разводить огонь было бы опасно, поэтому мы используем газилку. В разогретый казан добавим 50 грамм подсолнечного масла. Как только масло нагрелось, опустим в него мясо. Мы сегодня используем говядину 6 номер. Немного обжарив мясо, добавим в него лук. А теперь подошло время для нашего первого сюрприза. В мясо мы добавим помидоры. Помидоры добавят свой сок и размягчат наше мясо. Ну а теперь осталось только добавить воды, примерно 2 стакана, добавить приправы, закрыть крышкой и отправить на огонь примерно на 30 минут. Пока наше мясо готовится, самое время заняться рисом. Зальем его водой и промоем его 7 раз. Прошло 20 минут, и мы выпускаем пар. Всегда хорошо иметь маленький складной столик, когда готовишь. Удобно, под рукой. У меня вот такой вот. Итак, у нас прошло 20 минут. В эти 20 минут мы готовили только мясо. Ну, мясо с лучком немножко. Мы его решили обжарить хорошенько, дать ему хорошенько пропитаться, развариться немножко в нашем казане. А теперь мы будем его открывать. О! Ой, что у нас тут происходит? Что у нас тут происходит? Ой! Вот это наш зирвак. Смотрите на наше мясо. Видите, какое мясо? Разваристое полностью. Вот. Вот в этот зирвак сейчас мы опустим наш плов. Ближе, по-моему. Итак, сейчас мы забросим сюда сушеный красный перец. Перец чили. Вот, прям сюда. Сюда же мы отправим рис, который заранее промыли. Рис, после того, как его промыли, нельзя оставлять его сухим. Он должен быть постоянно в воде, иначе он сохнет и ломается. Поэтому вот, вода это нам не нужна. Поэтому мы по мере возможности ее убираем.
Да, и таково. Оставляем ее в миске. Вот. Сверху на этот рис мы опускаем морковь, заранее нарезанную. А еще для этого риса, для этого плова мы добавим сюда шишечные орешки. Вот так вот. Кедровые. Это не кедровые, это шишечные. Вот. И все это сверху. Вот так вот. Все это размешиваем. Воды у нас тут достаточно, поэтому воду мы не добавляем. Закрываем все это крышкой. Все это закрываем крышечкой и отправляем на еще 20 минут. Зажигалка. Ну, еще минут 25. Вот так вот. 25 минут для риса, это самое оно. Вот, воды там у нас достаточно осталось еще после того, как мы делали мясо. Вот. Все через 25 минут. Самое главное, чуть не забыли. Чеснок. Точнее, мы забыли, поэтому вовремя открываем это обратно. Мы проверяем, что ничего еще не успело нагреться. Чеснок. У нас же тут большие любители чеснока. Так, поэтому чеснок мы отпустим все 5 головок. Потому что у нас тут много любителей чеснока. Вот. И теперь самое время закрыть. Ой, вот так вот. Друзья, как вы заметили, сегодня мы приготовили плов иным способом, необычным способом. Что-то, что, может быть, раньше никто никогда не готовил. Помидоры в плове, откуда помидоры появились в плове? Но я говорю о том, что то, что готовят все и всегда, и постоянно, это то, что все всегда знают. Не бойтесь использовать новые методы, не бойтесь использовать что-то новое, вносить какие-то новые ингредиенты. Пробуйте, может быть, это вам понравится. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если вы не подписаны на этот канал, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получить следующее видео одним из первых, чтобы не пропустить следующее видео. Итак, прошло у нас 25 минут, даже немножко опоздали, у нас прошло 28 минут. Вот. Мы сейчас выпариваем наш пар для того, чтобы можно было открыть крышку. Теперь мы ее открываем. Вытаскиваем. Ой, какой у нас чеснок. Вау, вау, вау.
Картинка может быть разная. Красивая, более красивая, менее красивая. Вкус картинка до сих пор не передает. Поэтому я вам скажу одну вещь. Вот вам понравился то, как я это делал? Сделайте, попробуйте. А вот когда попробуете, напишите, как у вас получилось. Я буду рад услышать ваши комментарии или прочитать. לא יכולה לעצור, זה צרה צרורה. גרמן, זה אחר כך מלווה עם איזשהו שובר לירידה במשקל, או איך, אני רוצה להבין מה האחריות שלך בכל הסיפור הזה. לא, זה לא אמיתי, לא אמיתי. Слов нету. Короче, готовьте дома. Вот. Попробуйте, а потом пишите свои комментарии. До новых встреч!